Всем привет! Это пасека Лаврова. Сегодня 26 мая. Вся работа на моей пасеке построена так, что мы готовим пасеку к главному июльскому взятку. Мы формируем семя-медовики, чтобы 100% был мед и много меда, чтобы пасека была рентабельной. Для этого где-то в начале мая от каждой основной семьи формируем отводки. Отводок должен быть главной основной силой для семьи медовика. Он должен быть сильный, хорошо развит. Поэтому сегодня я вам покажу, что я для этого делаю и как я делаю. Смотрите. Формировали отводок мы 11 мая, а сегодня 26. Отводок был сформирован на 5 рамок. 2 рамки расплодные, пчелы. Расплод был закрыт на выходе. 2 рамки медовые. И 1 рамка была сушь с водой. Всего 5 рамок. 4 дня назад мы эту семью уже расширяли вощиной. И вчера расширяли вощиной. Всего мы поставили уже 2 рамки вощиной. Первый раз, когда мы расширяем, надо обратить вам внимание, что расширение вощиной первый раз нужно проводить тогда, когда на 5-й рамке, где сушь с водой, последняя эта рамка около доски и с краю покрыта пчелами. Значит, что вы делаете? Вы примерно через неделю или через 10 дней, раньше мы не осматриваем. Пчелы выходят, мы эти семьи не осматриваем, не тревожим их, а уже спустя где-то неделю и 10 дней уже пчелки довольно много вышли, потому что расплод-то на выходе. Значит, смотрим, открываем гнездо отводкой и смотрим между доской и вот эту сторону крайнюю суши. Если она покрыта пчелами, значит уже можно ставить вощину. 1 лист вощины. И где мы его будем ставить? Это тоже важно. Мы смотрим эту крайнюю рамку. Смотрим. Если она уже засеяна, здесь есть расплод, то есть, пчелы, поторопилась матка, и эту крайнюю рамку засеяла. Тогда мы что делаем? Мы вощину ставим между доской и этой рамкой уже расплодной. Она же в расплоде между доской и расплодом. То есть ставим последнюю, уже 6-я будет рамка вощины. Если мы увидели, что здесь нет расплода, ни яиц, ни открытого расплода, а только медовый, вот как здесь. Видите, мед, перга, мед, вот вся рамка вот в меду. Значит, с краю мы не ставим вощину. Отвигаем эту рамку, вот эту вощинку мы поставили, и смотрим предыдущую рамку, вот эту. А здесь эта рамка уже, посмотрите. Она расплодная. Здесь и яйца, и открытый расплод, и уже закрытый. Значит, мы что делаем? Мы ставим, то есть вощину именно за расплодной рамкой и прикрываем ее медовой. Вот так мы первый раз расширяем. Но я вам сказал, что мы уже 2 раза расширяли. Вчера мы, значит, поставили вощину. Посмотрите, за вчерашний, за ночь. И они вот как хорошо отстроили. Видите, уже, не совсем они отстроили. Но видите, как хорошо, довольно качественно отстраивается. И уже, возможно, что матка сюда уже и пришла, может, и яиц наклала. Нет еще тут, нет. Значит, видите, это я вчера. А предыдущий раз, это 4 дня назад, я поставил вощину таким же способом около расплодной рамки. И посмотрите, как они отстроили. Видите, отстроили хорошо. И там уже яйца. И немножко даже заливать стали уже. Значит,
личиночки появились маленькие. Вот яйца. Видите, рамочка отстроена хорошо. Мы что сделали вчера? Мы эту рамку, которая стояла пятой, мы перенесли в середину. Вот с яйцами. Все, ее закрываем в середину. А на ее место снова вчера поставили вощину. И вот они отстроили. И снова мы поставили около расплодной рамки. Не за медовой, а около расплодной. А медовой прикрываем. Значит, вот в таком случае, видите, как хорошо пчелы отстраивают вощину. А матка потом заходит и кладет яйца. И все у них гармонично и приятно нам, пчеловодам. Потому что эта семья в таком положении, она будет хорошо развиваться. О чем я вам и говорил раньше. В это время, когда мы ставим вощину, мы проводим профилактическую обработку от воротоза воротозными полосками. Я использую экологически чистый препарат Экопол. Одну полоску на семью. Семейка небольшая, этого достаточно одной полоски, чтобы вот как-то снизить заклещенность. Если там есть клещ, снизить эту заклещенность, это будет достаточно. Это для человека не опасно, такие полоски, они экологичны. И для небольшой семьи, для матки тоже это безопасно. И семья тоже развивается хорошо. Избавляемся от клеща, безопасно для пчел и матки. И семья в таком случае будет хорошо развиваться. Сейчас мы посмотрим еще одну семью. Эта семья тоже была расширена двумя подходами. Один раз мы расширили одной вощиной, а вчера мы прошлись по всей пасеке и еще подставляли вощину. Значит, смысл расширения тот же. Мы смотрим последнюю рамку. Она должна быть обсижена пчелами. Если здесь есть расплод, а здесь расплода нет. Но это я вам рассказываю. Я уже видел вчера. Поэтому мы не ставили вощину за этой рамкой. То есть за рамкой и около доски. Мы вощину не ставили. Оставили вощину за расплодной рамкой. Вот она вощина. Мы вчера поставили. Вот посмотрим, как ее отстроили. Вот тоже, видите, хорошо. Уже за ночь. Вот сегодня, вот за сутки, можно сказать, сколько отстроили. Так, как здесь яиц матка еще не, матка не заходила сюда, нет яиц. Значит, смотрите, решение будет правильно таким. Нужно ставить вощину за расплодной рамкой. Предыдущая вощина, которая поставлена 4 дня назад, я вам покажу. Ну, вот она отстроена, видите, хорошо. И то же самое, яйца, и уже даже проклюнулись личинки. Ну вот, хорошо видно. Вот я вам покажу сейчас. Сейчас как я буду расширять. Эту семью можно расширить уже 3-й раз. Значит, как я буду делать? Я беру вот эту вот, еще не достроенную, но хорошо уже за сутки отстроенную. Я ее переставляю внутрь, рядом с той рамкой, где вощину отстроили, где уже расплод есть. Значит, там расплод, яйца уже. И тут расплодная рамка. Значит, я ее вот так второй ставлю. Закрываю. И на это самое место. Почему на это? Ну, снова я вам объясняю. Потому что это медовая рамка. Мы медом прикроем. А вощину поставим около расплода. Вот, около расплода. Ну, покажу я вам этот расплод. Почему мы ставим там. Ну, вот она.
Видите, расплодная рамка. Около расплода. Вот здесь личинки. Здесь уже закрыли пчелы. И здесь закрыто. Там мисочки. Еще от старой рамки. Значит, ставим. У меня такой вот перевозной вазок с вощиной. И я ничего не делаю с вощиной, не опырскиваю ее сытой, медовой, там не прогреваю. Ну вот, навощил и поставил. Вот ставлю внутрь. Между медовой рамкой и расплодной. И что у нас получилось? Уже третья вощина. Вот они хорошо отстраивают. Почему они отстраивают так хорошо вощину? Отстройка идет потому, что из двух расплодных рамок вышел расплод, и эти все пчелки молодые. Они облетелись, прошло некоторое время, они на такой стадии, которая хорошо строит, отстраивают вощину хорошо. Вот молодые, они ухаживают, молодые пчелы ухаживают за расплодом, отстраивают вощину. Поэтому надо использовать этот момент, не тянуть, а как только пятую рамку покрыли пчелы в ту последнюю сторону, значит, сразу нужно ставить вощину. Значит, вот 3 вощины мы поставили. Ну, так как семья еще небольшая, значит, мы еще утепляем ее. Утепляем так же, как она была утеплена. Посмотрим еще одну семью. И на этом мы завершим работу. Эту семью я вам решил показать по сравнению с теми, что здесь крайняя рамка расплодная. Вот здесь 5-я была рамка с расплодом. Как в таком случае, хочу вам показать, как я поступил. Значит, смотрим, открываем и смотрим последнюю рамку. Значит, здесь я вощину отодвигаю, я поставил вощину с края. Значит, последнюю рамку вы смотрите, последнюю 5-ю рамку, видите, она с расплодом. Последняя рамка с расплодом. Ну так пчелы распорядились. Последнюю рамку подготовили для матки. И она получилась расплодная. Значит, что я в таком случае делаю? Я ставлю вощину, вот я вчера поставил, и предыдущие дни тоже ставил сюда, потому что там последняя была с расплодом. То есть вощину поставил. Последняя рамка. Вот они, видите, вчера поставил и хорошо отстроили тоже. И все потому, что я правильно поставил эту вощину за расплодной рамкой. Так, посмотрим теперь, как отстроили вощину, которая 4 дня назад я ставил. Вот это вчера я ставил вощину, а вот, которую я раньше ставил. Ну вот, видите, тоже хорошо отстроено, потому что правильно подставлено. То же самое, яички, ну как и там. И уже видно, проклевываются уже личиночки. Тоже внутрь ее ставлю, середину гнезда переставляю. Здесь место оставляю. То есть я сегодня снова сделаю расширение. И мы это все делаем, не затягивая. Вот эту рамочку, которую они вчера, вот сегодня за ночь отстроили, я ее ставлю рядом, около той рамки. Первой отстроенной. Ставлю ее. И на это место снова за расплодной. Вот она около доски. Видите, сколько пчел здесь? Ставлю вощину. Вот беру из своего воска и ставлю сюда. Прикрываю.
и утепляю. Подведем итог. Наша задача, чтобы максимально эффективно использовать вот это небольшой промежуток времени для развития отводка. Также использовать максимально эффективно молодых пчел, которые вышли из 2 расплодных рамок отводка, чтобы они максимально хорошо, правильно отстроили вощину. Вот я вам показал, что я уже ставлю 3-ю вощину. Значит, они 3 вощины отстроят очень хорошо. Посмотрим, может и 4-ю поставим вощину. Потому что придет время, мы будем уже переставлять сюда часть рамок медовых в отводок, а туда вощину. Вот как нужно использовать максимально эффективно время в работе. Если понравилось вам видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, участвуйте в комментариях, спорьте. Всем отвечу. До свидания, до скорой встречи.